Всем привет! Вы на канале SuperKit. В этом году уже будет 12 лет, как я пользуюсь плеером Sony. Этот плеер подарок мне, и я надеюсь, что он еще долго прослужит, потому что я точно отказываться от данного типа устройств не собираюсь. Однако, что и неудивительно, за такое время жизни просел аккумулятор. Не могу сказать, что он упал в ноль по емкости, где-то часа на 3 в работе его хватает точно. Но это если слушать сразу после заряда, а вот если слушать не получается, например с неделю, то как минимум половина заряда улетучивается. В связи с этим я приобрел новый аккумулятор, которым и хочу заменить заводской. Аккумулятор, который установлен в плеер, сейчас имеет емкость 170 мАч. Китайцы же не врать не умеют, поэтому в таком же размере продают аккумулятор на 300 мАч. Вряд ли китайцы, пусть и спустя 12 лет, научились делать аккумулятор лучше, чем Sony. К слову, Sony установила сюда аккумулятор Stamina, который держал заряд до 30 часов. На эту длительность я бы не обращал внимания, так как все это при очень определенных условиях. Но главной фишкой было время заряда. Компания обещала, что 3 минуты заряда обеспечат время работы до 3 часов. Конечно, это при выбранном режиме заряда током 500 мА. Да, здесь в меню можно выбирать ток заряда. Для быстрой зарядки 500 мА, а для щадящего режима для аккумулятора 100 мА. Но вернусь к новому аккумулятору, я думаю, его емкость где-то в 2-2,5 раза ниже заявленной и составляет 120-150 мАч. Я просто уверен, что заводской аккумулятор точно лучше и более емкий, но альтернатив нет. Его реальную емкость сложно измерить, так как ближе к окончанию заряда ток падает, а тестер просто перестает считать. Поскольку здесь в принципе маленькая максимальная емкость, то важен каждый незасчитанный мАч, поэтому USB тестером считать бесполезно. Аккумулятор таких размеров можно найти только китайский. Я думаю, независимо от площадки и страны, в которой будете покупать. И если для Sony они бы дали правильную маркировку, то для рядового пользователя, тем более на AliExpress, можно и приврать. Новый плеер, кстати, один из последних в таком форм-факторе в виде флешки, купить сейчас сложно, очень мало моделей, да и цена на новый плеер Sony подобного плана около 2000 гривен. Из-за того, что спрос упал и все слушают на телефонах, что для меня абсолютно неприемлемо и неудобно, так как здесь я знаю все кнопочки и могу переключать между песнями, не доставая плеер из кармана, то на телефоне определенно придется активировать экран, задействовать обе руки для переключения песни. Короче, неудобно это, да и размеры сравните. В моем случае, кроме просевшего аккумулятора, да и то не критично, все остальное работает отлично, а аккумулятор намного дешевле нового плеера. Аккумулятор имеет свои размеры, по которым его и можно найти. Конкретно этот имеет размеры 35, 17, 43. Это означает, что одна сторона 43 мм, вторая 17 мм, а толщина 3,5 мм. Новый ак оказался даже чуть меньше, чем указанные величины. В том числе и поэтому я сомневаюсь даже в такой же емкости, как и у штатного. Разобрать этот плеер – то еще в кавычках удовольствие. Все детали крайне мелкие, но зато в отличие от одноразовой сегодняшней техники, здесь не просто все тупо склеено и посажено на защелки. Здесь только тех винтиков, которые мне точно пришлось раскрутить, 6 штук. У конструктора крутая логика, все продумано до мельчайших мелочей, и все это вместили в максимально маленький и удобный корпус. Сам аккумулятор на выводах имеет коннектор, в котором зажаты провода, прорезающими изоляцию контактами. Перед установкой нового аккумулятора я на всякий случай проверяю полярность, так как я уже сталкивался с несоответствием контактов по цветам у китайцев. Но вроде бы здесь все логично. В обоих случаях плюс это красный, а минус это черный. После замены предстоит сборка, в результате которой не должно появиться ненужных оставшихся предметов.
Комплектные наушники мне очень нравились, поэтому я был огорчен, когда спустя где-то лет 7 начал ломаться провод, который был коротким, лишь 50 сантиметров. Это было сделано, чтобы он не мотылялся, если носить плеер на шее и на шнурке. А если нужно было носить в кармане штанов или шортов, полагался удлинитель, еще где-то на полметра. На том же AliExpress я купил отличный провод со штекером на замену и подпаял его к старым наушникам. Естественно, нужно подвести итог, что мне это дало. Я доразрядил аккумулятор, а потом полностью его зарядил и вновь разрядил посредством проигрывания музыки, практически на максимальной громкости, конкретно на уровне громкости 27 из 30 единиц. Этот процесс занял ровно 13 часов. Возможно, аккумулятор еще раз качается и время работы еще вырастет. Возвращаясь к инфе, озвученной в начале о времени до 30 часов, нужно понимать, что это с минимальным битрейтом, минимальной громкостью и всеми остальными параметрами на минимум. Именно поэтому до 30 часов. На максимальной громкости с не минимальным битрейтом файлов, конечно же, такое время плеер бы не отработал. Учитывая, что я точно увеличил время работы в 3-4 раза, я доволен. Главное, чтобы этот аккумулятор держал заряд в случае, когда я не слушаю музыку и не сдох от малого количества циклов перезаряда. Но, как и всегда, это покажет только время использования. Я продолжу пользоваться этим устройством, кроме всего уже сказанного, добавлю еще немного интересной информации. Здесь предусмотрели корректировку времени внутренних часов при подключении плеера к компу. Также есть несколько предустановленных плейлистов. Например, плеер знает, какие песни я слушаю часто, а какие нет. Поэтому можно выбрать режим топ-100, включив который треки будут проигрываться хаотично из 100 наиболее часто прослушиваемых. Есть возможность рандома из всех треков. Есть спортивный режим, при котором вы выбираете время, например, для пробежки. И плеер, работая таймером, оповестит об окончании времени остановкой проигрывания музыки или аудиокниги. Я уже не говорю про то, что есть сортировка по исполнителям, по тегам, по жанру, по алфавиту. Есть и разные режимы эквалайзера, в том числе и 2 кастомных, которые можно отредактировать самому, и еще множество других разных фич, которые были заложены сюда более 10 лет назад, фактически на заре начала использования флеш-памяти в подобных устройствах. Кстати, не смог обойти свой интерес и измерил скорость работы этой самой памяти. Не современный SSD, но для времени 2006-2007 годов и для данного типа устройств вполне сойдет. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!